Вы только взгляните на это существо. 4 килограмма, размер домашней кошки, пушистый зверек, который греется на камнях в Африке. Ученые провели анализ ДНК и выяснили, ближайший живой родственник этого зверька – африканский слон. 6 тонн против 4 килограммов, 1500 раз разница. Как такое возможно? И почему это открытие перевернуло всю систему классификации млекопитающих? Чтобы понять эту историю, нужно вернуться на 60 миллионов лет назад, когда вымерли динозавры и началась эра млекопитающих. Но прежде чем мы туда отправимся, один момент. У домана есть особенность, которой нет ни у одного грызуна на планете, а именно копыта. Да-да, вы не ослышались. У зверька размером с морскую свинку есть копыта. Это первая подсказка, но не единственная. 2000 лет люди думали, что доман — это кролик. Библия называет его шафан, скальный кролик. Первые европейские натуралисты, которые приезжали в Африку, классифицировали его как грызуна. Карл Линней, тот самый, в 1758 году записал домана в отряд зайцеобразных. Но все из них ошибались. Потребовалось 240 лет, чтобы узнать правду. Знакомьтесь, скальный доман. Прокавия капенсис. Обитает в Африке и на Ближнем Востоке, от Ливана до ЮАР. Везде, где есть скалы. Внешне похож на крупную морскую свинку или сурка, длина тела до 60 сантиметров, вес от 2 до 5 килограммов. Короткие уши, почти незаметный хвост, густой мех, коричневый или серый. Живут колониями, от 5 до 80 особей. Занимают одну территорию десятилетиями. Активны днем, ранним утром выползают на солнечные камни и греют свои мохнатые жопки. По несколько часов подряд. И вот здесь очередная странность. Температура тела домана колеблется на 7 градусов, от 24 ночью до 37 днем. У вас сейчас примерно 36,6. Если бы ваша температура упала до 24, вы бы умерли от гипотермии. Доман же просыпается с температурой 24, и это норма. Он не тратит энергию на постоянный подогрев тела. Он использует солнце, как рептилия. Однако он млекопитающее. Почему природа дала ему такую странную физиологию? Ответ в его лапах. Подошвы лап домана влажные. Постоянно. Там есть специальные железы, которые выделяют секрет. В центре стопы мышечная впадина. Она работает как присоска. Доман прижимает лапу к камню, мышцы втягивают центр стопы внутрь, создается вакуум. Результат? Доман бегает по вертикальным гладким скалам, прыгает между камнями на расстояние до 3 метров, лазает там, где не пройдет ни одна коза, и на концах пальцев не когти, а копыта. Плоские, закругленные копыта. У грызуна, а? 1997 год. Университет Колумбии, Нью-Йорк. Палеонтолог Малкольм Маккена и его команда публикуют исследование, которое взрывает научное сообщество. Они проанализировали митохондриальную ДНК домана и сравнили ее с ДНК сотен других млекопитающих. Результат шокировал всех. Генетически доман ближе всего к 3 группам животных. Первая – слоны. Африканский и азиатский. Вторая – морские коровы, ламантины, дюгони. Третья – вымершие хоботные, мамонты, мастодонты, динотерии. Все они входят в одну надгруппу – паэнгулата, почти копытные. А как же грызуны, кролики, зайцы? Нет, даже близко. В этом же году другая группа ученых, команда Марка Спрингера из Калифорнийского университета, подтвердила результат независимым анализом. Публикация вышла в журнале Nature. Заголовок «Эндемичное африканское млекопитающее потрясли филогенетическое древо». Согласно молекулярным часам, линии слонов и доманов разошлись примерно 60 миллионов лет назад. Эпоха палеоцена. Динозавры только что вымерли, млекопитающие начинают осваивать планету. Но кто был их общим предком? И как одна линия стала гигантами, а другая — карликами? Дело в том, что 60 миллионов лет назад Африка выглядела иначе. Не было саванн, трава еще не эволюционировала, континент покрывали густые тропические леса и болота. По этим землям ходило существо размером с крупную собаку, коренастое, с короткими ногами, с копытами.
Это и был общий предок слонов, ламантинов и доманов. Ученые называют его условно протопаэнунгулат, потому что останков мало, но генетика не врет. Около 55 миллионов лет назад произошел раскол. 3 ветви, 3 судьбы. Первая ветвь ушла в воду. Это предки морских коров, сирен, ламантины в Америке, дюгони в Индийском океане. Они стали травоядными гигантами теплых морей, потеряли задние конечности, приобрели хвост, лопату. Вторая ветвь осталась на суше и начала расти. 45 миллионов лет назад появились первые хоботные размером со среднюю свинью. 30 миллионов лет назад – поля-мастодонты высотой 2 метров. 15 миллионов лет назад – динотерии с бивнями, загнутыми вниз. 2 миллиона лет назад – мамонты высотой 4 метра. Эволюция толкала их к гигантизму. Большое тело – это преимущество в африканской саванне. Хищникам труднее атаковать тебя, легче доставать листья с высоких деревьев. Ну а третья ветвь – доманы. Они сделали противоположный выбор. Доманы ушли в скалы, в ниши, куда не пройдет крупное животное. Там не нужна сила, там нужна компактность, способность протиснуться в расщелину, залезть на вертикальную стену. Эволюция сделала их маленькими, но оставила им память о родстве. В генах и в теле. Если доман – родственник слона, должны быть доказательства. Не только в ДНК, но и в анатомии, ведь правда? И они есть. Улика первая – копыта. Слон – копытное животное. Его стопа покрыта толстой упругой подушкой соединительной ткани, а эта подушка амортизирует вес в 6 тонн. Доман – формально не копытная, но на его пальцах плоские ороговевшие структуры. Не когти, не подушечки. Копыта. Возьмите стопу домана, увеличьте в 1500 раз, получите стопу слона. Та же упругая ткань, те же адаптации для ходьбы по твердой поверхности. Улика вторая – бивни. У слона бивни – это гипертрофированные резцы верхней челюсти. Они растут у него всю жизнь. У домана на верхней челюсти 2 резца. Они крупнее остальных зубов. Острые, треугольные. И они тоже растут всю жизнь. Самцы доманов используют их в драках за территорию, оставляют шрамы на боках соперников. Это не бивни слона, нет, но тот же эволюционный принцип. Улика третья – внутренняя анатомия. У большинства млекопитающих семенники находятся в мошонке, снаружи тела. Это нужно для охлаждения, сперматозоиды чувствительны к температуре. У слонов семенники всю жизнь внутри тела, рядом с почками. У доманов то же самое, семенники внутри. У грызунов, у кроликов снаружи, как и у большинства. Улика четвертая – пищеварительная система. У домана пищеварительная система устроена, как у крупных травоядных. Желудок многокамерный, кишечник длинный, с множеством бактерий-симбионтов. Процесс переваривания целлюлозы занимает до 72 часов. Это характерно для слонов, носорогов, бегемотов, но не для грызунов. Улика пятая и самая неожиданная. В 2003 году группа эмбриологов исследовала плаценту домана. Обнаружили уникальную структуру – зонарную гемохориальную плаценту. Такая же у слонов, у сирен, у трубкозубов, но ни у одного грызуна нет такой плаценты. Доман не притворяется родственником слона, нет, он им является. От ДНК до эмбриона. Родство со слонами объясняет анатомию, но не объясняет главного – как доман выживает там, где не выживает никто. У домана для этого 4 суперсилы. И одна из них вас по-настоящему удивит. Суперсила первая. Альпинизм. Доман бегает по стенам с уклоном 90 градусов. Прыгает на 3 метра по горизонтали, на 1,5 по вертикали. Его влажные присасывающиеся подошвы держатся на гладком базальте, на известняке, на граните. Горные козлы проигрывают ему в маневренности. Гекконы, в силе сцепления с поверхностью, для хищников доман почти недостижимая добыча, если он успел добежать до расщелины. Суперсила вторая – социальная организация. Доманы живут колониями до 80 особей. Одна колония – одна семья. Доминирующий самец, несколько самок, молодняк. Но есть интересная деталь. Пока колония греется на солнце, один доман всегда на посту. Стоит на возвышении, смотрит по сторонам. Это их часовой.
Увидел орла, издает резкий свист. Все прячутся в расщелины за 3 секунды. Заметил леопарда, другой звук. Низкий, лающий. Колония замирает. Часовые меняются каждые 30-40 минут. Это не альтруизм, это выживание. Суперсила третья – термоадаптация. Вспомните начало нашего выпуска. Температура тела Дамана колеблется от 24 до 37 градусов. И это не баг, это фича. Ночью в пустынных горах температура воздуха падает до 5 градусов. Даман не тратит энергию на обогрев, его метаболизм замедляется. Температура тела падает до 24. Он впадает в легкое оцепенение, почти как зимняя спячка, но каждую ночь. Утром выползает солнце, Даман прижимается к сородичу, нагревается за 2 часа до 37. Экономия энергии до 40%. В пустыне, где каждая калория на счету – это разница между жизнью и смертью. А теперь суперсила четвертая. Та самая, что вас действительно удивит. Песни. Самцы Даманов поют. Не чирикают, не свистят, нет, поют. Композиции длятся от 3 до 5 минут. Исполняются ночью, особенно активно в брачный сезон. В 2009 году зоологи из Тель-Авивского университета записали и проанализировали 379 песен Даманов. Обнаружили сложную структуру. Каждая песня состоит из повторяющихся фраз. В каждой фразе до 5 типов звуков. Щелчки, свисты, ворчание, визг, лай. Последовательность не случайна. Она имеет синтаксис. Более того, у каждого самца свой уникальный стиль. Соседняя колония различает певцов по голосу. Песня выполняет 2 функции – защита территории и привлечение самок. Итак, что мы имеем? Зверек размером с кошку, родственник слона, альпинист, терморегулятор и певец. Даманы – ключевой вид для скальных экосистем Африки и Ближнего Востока. Они основная добыча для крупных хищных птиц. Орел-змееяд, боевой орел, орел-скоморох. До 70% их рациона составляют даманы. Леопарды, каракалы, шакалы охотятся на них в сумерках. Скальные питоны подстерегают у расщелин. Убери даманов из экосистемы, и рухнет вся пищевая цепь. Но даманы не только жертвы. Они инженеры экосистемы. Даманы поедают жесткую растительность, которую не едят другие травоядные. Колючки, сухую траву, кору. Их помет скапливается в расщелинах. Веками, слоями. В пещерах Намибии найдены отложения помета даманов глубиной до 3 метров. Возраст до 50 тысяч лет. Этот помет содержит семена сотен видов растений. Он удобряет скалы, создает почву там, где ее не было. Даманы озеленяют камень. Однако сейчас они в опасности. За последние 100 лет популяция некоторых видов даманов сократилась на 30%. Причины – потеря мест обитания. Города расширяются, скалы взрывают для строительства дорог, браконьерство. В некоторых регионах Африки мясо даманов считается деликатесом, мех используют для сувениров. Изменение климата. Засуха становится длиннее, растительности меньше. Даман Брюса, вид из Эфиопии и Сомали, и вовсе занесен в Красную книгу как уязвимый. Древесный даман из Западной Африки под угрозой исчезновения. Даман прожил 60 миллионов лет, пережил ледниковые периоды, адаптировался к пустыням и горам, сохранил память о слонах в своей ДНК, в своих копытах, в своей плаценте. Но за последнее столетие популяция сократилась больше, чем за предыдущие 100 тысяч лет. Человек изменяет планету быстрее, чем эволюция успевает ответить. В следующий раз, когда вы увидите фотографию дамана, вспомните, это не просто пушистый зверек на камне. Это живое напоминание о том, что природа полна невероятных связей. Что маленькое может быть родственником гигантского, что внешность обманчива, а ДНК честна. Даман и слон. 4 килограмма и 6 тонн разделены 60 миллионами лет эволюции, но в их жилах течет одна и та же древняя кровь. Ну что ж, как всегда, если вы узнали что-то новое из нашего выпуска, поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить и следующие истории об удивительных представителях дикой природы.
Напишите в комментариях, какое животное разобрать следующим. Вдруг вы тоже видели в ТикТоке какое-нибудь странное животное и также были в шоке от того, что такое существует. Как, например, я, когда впервые увидел этого домана. Именно там, увидев его, я и решил создать этот выпуск. Благодарю вас за просмотр и надеюсь, вы, как и я, узнали что-то новое о нашей природе, нашем мире и о нас самих. Спасибо за просмотр и надеюсь, совсем скоро снова услышимся.